Землю крестьянам, заводы рабочим, подземку диггерам. Уже 2 серии подряд мы с вами пытаемся узнать, что же из себя представляет ускорительно-накопительный комплекс. И если в первой части я рассказал о неудачной попытке проникнуть внутрь, то вторая была посвящена целиком попаданию в объект. Сарафанное радио разнесло о том, что организуется поход в УНК, и в итоге нас собралось целых 20 человек. В прошлом ролике, кстати, я сказал про 19. Это было не точно. 20. На нашем жаргоне походы такими толпами называются гей-парадом. Кому такое название в голову пришло, ума не приложу, но для постороннего звучит оригинально и странновато. Прекрасно понимаю, что гей-парад лишает поход атмосферы таинственности, но это чертовски весело. Поверьте мне. Чтобы проникнуть на объект, нашей толпе понадобилось более 4 часов. Обо всем этом смотрите в предыдущей части. Сам объект большой, и уложить его в один ролик можно, но уйдет куча интересных отснятых мелочей, как самого объекта, так и наших мыслей про него. Поэтому представляю вам 3-ю часть, в которой мы дойдем и исследуем место, где должен был быть проведен эксперимент Нептун. Аксессуары, крепления для камер GoPro, SJ Cam и Xiaomi. Магазин goodgifter.ru. Отличные цены, самовывоз в Москве и Санкт-Петербурге, а также доставка по всей России. Также на сайте проводятся периодические розыгрыши аксессуаров, так что есть смысл заглядывать почаще. Кстати, этот монопод достался мне тоже через этот магазин, так что проверено, все работает. Заходи. Нелегкая уносит нас направо. Идет узкоколейка, на которой виднеется характерный накатик. Кависы катаются. Тоннельчик в металлоизоле. Диаметр у него стандартный, метрошный, такой 5,5 метра. В общем, замечательно. Итак, мы уходили направо. Что же нас ждет? Как я рассказывал в первой части, УНК представляет из себя кольцевой тоннель, длиной без малого 21 километр. Тоннель не идеально кольцевой. В него внедрено 6 прямолинейных промежутков. Называются они СПП. Предположительно, расшифровка аббревиатуры звучит как система перевода пучка. Не буду вдаваться в подробности назначения, сейчас они не важны. Также я рассказывал, что подобно настоящему метрострою, стройка УНК состояла из нескольких десятков шахт, находящихся на данный момент в различных состояниях. Залезши в одну из них и идя по тоннелю, мы встретим подходники к другим. На схеме видно, что первый прямолинейный промежуток, который мы встретим, называется СПП-4. По планам строительства здесь должно было располагаться оборудование для вывода пучка ускоренных протонов в направлении экспериментальной базы. Но наш путь лежит дальше. Через 4 километра мы попадем в СПП-3, где и остановимся на привал. В этом подземном зале должен был состояться эксперимент Нептун. Подробнее о нем я расскажу чуть позже. Отдохнув в Нептуне, мы пойдем дальше. И я расскажу вам и об увиденном оборудовании, а также поведаю сказ о том, как мы пытались выбраться. Все это будет в заключительной части моей саги об УНК. Мы идем по участку тоннеля, который был выложен тюбингами. Вот, пожалуйста, чугунные тюбинги, все как надо. Ч3Л. Ладно, дальше тюбинги вновь сменяются на металлоизол. Очень трудно комментировать, потому что все говорят, плюс еще гул, но тем не менее я надеюсь до вас доношу хоть какую-то информацию. Итак, еще раз повторяюсь, это гей-парад в Портвино. Самое главное здесь не провалиться вот в такие штуки, потому что, в принципе, ничего не будет, но намочиться можно будет. Параллельно с основным тоннелем, в котором должны были крутиться протоны, периодически идет, как назвал его Серж, обгонный тоннель. То есть он идет параллельно основному то с одной, то с другой стороны. Узкоколеечко поворачивает. Состояние его, конечно, еще более печальное. В общем, он уходит туда вдаль. Я так понимаю. Как я узнал позже, тоннель, который мы сейчас видим, идет параллельно основному примерно треть кольца, соединяясь с ним с бойками. В нем должно было быть расположено вспомогательное технологическое оборудование для обеспечения работы оборудования основного кольца. Периодически тоннель расширяется на где-то вдвое больший диаметр. Пожалуйста, идущие ребята, в принципе, это вполне дают вам наглядное представление о размерах таких вот небольших залов. Здесь должно было располагаться различное оборудование. Тем не менее, на данный момент здесь все пустует. И только вода, рельсы, металлоизол и огромное количество кависов. Интересная такая конструкция предназначалась для
обварки металлоизолом чугунных вот этих тюбингов. То есть, как вы понимаете, вначале прокладывали тоннель из чугунины, а затем его обваривали вот этими металлическими листами, которые в простонародье называются металлоизолом. А можно обратить внимание, что протянуто свежее освещение и провода сигнализации, которые тянутся от каждого шага. Вот этого, кстати, не было. Да, а народ впереди очень сильно буянит на самом деле. Ну, короче, ребята, вы сами понимаете, что мы сейчас тут спалимся, мама не горюй, потому что такое количество человек удержать в каких-то разумных рамках тишины это просто нереально. Так что пофигу, идем, снимаем, вам рассказываем. Вдали вон там что-то ребята высвечивают. Наша колонна уже растянулась метров на 200 минимум. За такой импровизированной решеткой находится трансформатор 10-киловольтный понижающий. Как я узнал, что 10-киловольтный, вот легко и просто там виднеется табличка «Стрелочный перевод», узкоколейка, противовес. В общем, все так мило, красиво и заржавлено. А боковой путь занят вагонеточками. Точнее, вагонеточкой, да, одной. В обратную сторону толкайте, вы сейчас его в поворот вклиниваете. Ну, в общем, нормально. Только там рельсы заканчиваются немножко поодаль. Я вам сейчас покажу. Ой, мне сейчас копыта переедут. Мы пришли в место, которое уже освещается не нашими фонарями, а внутренним местным освещением. Серж уже поигрывает тельфером. То есть можно немножко покататься. Снизу такой интересный перекрестный съезд, выполненный в узкоколейке. В общем, я так понимаю, что там есть выход, ствол, охрана, все такое. Народ сверху буянит, дальше точнее. Здесь можно, кстати, тоже зайти, посмотреть, что находится. Гудит трансформатор, наверное, какой-нибудь понижающий. Находятся насосы и вентиля и различные запорные арматуры другая. Это ствол наподобие такого же, по которому мы лезли сюда вниз, только не обшитый еще металлоизолом. Видно такие мощные чугунные тюбинги. Ствол уходит наверх. Сверху интенсивно капает. Сейчас я спущусь вниз. Здесь находится людской ходок, и можно по-человечески подняться. Единственная проблема в том, что там сверху все охраняется. Вот такие дела. А снизу находится зум. Самая нижняя точка ствола, которая служит для сбора грунтовых вод, ну и других вод, просачивающихся еще в туннель, дождевых в том числе. Вот так вот идешь, а на тебя спускается такое чудо, как из Half-Life практически. Вот, на самом деле это бетоноспуск, то есть сюда сверху с поверхности приходит скважина, и в общем сюда подавались бетон. Вы спросите, если здесь металл, то зачем здесь бетон? На самом деле все банально. Как видите, хоть тоннель круглый, мы идем по ровному полу, который заливался, лоток заливался бетоном. Вот для этого бетона нужен был большое количество. И чтобы его не тягать в тележках или как-нибудь через шахту, его подавали сразу по по этой скважине бетоноспуска сразу к месту работы. Вот такие вот дела. А дальше там что-то я смотрю, немножечко подфотодрачивают усиленно. Стрелку не переключили. Ребят, стрелка не переведена. Есть тяга, но все. Да, тяга есть, но он разряжен, к сожалению. По теребоньке там еще может. Давай, потихоньку. Стой. Давай. Стой, давай. Все, да, он сел. Да, не дрочите его, а? Жалко его. На самом деле машина какая-то из апокалиптичного будущего, я бы так сказал. То есть это такая металлическая рама, фонарь, блин, на самом деле офигенные малыши. Это реально нужно куда-нибудь в Half-Life как бы куда-нибудь. О, а снизу находится банки он с аккумуляторами. Электровоз на аккумуляторном ходу. В общем, выглядит, конечно, это все очень шедеврально. Силовые кабели. Это так мило. Они такие няши. За руки возьмитесь, ребят. Не хотят. Иногда встречаются такие нестандартности, например, гильзованное соединение с вторым параллельным тоннелем. Ну, а мы чешем дальше. Нам еще где-то пару с половиной километров идти до помещения Нептун. Работающий насос.
Наши трудолюбивые ножки понесли нас к участку тоннеля, который уже постепенно выходит из разряда метростроевского, если можно так выразиться, и уже входит в разряд практически законченных тоннелей. Отличие основное в том, что если здесь мы стоим и видим, да, головку рельса, ну, в общем, грубо говоря, грязь, тлен, то через небольшой такой разрыв дренажный начинаются рельсы, утопленные уже в лоток бетонный за подлицо. Таким образом, здесь можно проехать и на тележке, и на рельсовом транспорте, в общем, на чем угодно, в том числе и на велосипеде, как вариант. Говорят, что у местных работников здесь есть свой велосипед, и они тут периодически на нем катаются. Ну вот, полностью заканчивается метростроевская часть, начинается металловый зол. Вот так вот должен выглядеть в конструкциях законченный тоннель для строительства ускорительно-накопительного комплекса. Уже непосредственно магнитов и тому подобного. Большая запыленность, потому что вдалеке идущие люди натоптали. Но хоть что-то видно. Присутствует рабочее дежурное освещение. Плюс еще мой скромный фонарик подсвечивает. И... На самом деле мы очень не хотели. Вот так уж получилось, что мы сюда залезли, потому что охрана никакущая. И мы тут ходим, снимаем. Колобродим большой толпой. Слава монтерам, ура, товарищи. Вот такие дела. Телефонная розетка МГТС. Здесь должен был быть ваш телефон. Карлсону такой пропеллер даже и не снился. 1 марта 2009 года. Ну, Карлсону, наверное, расплющивал бы от счастья. Катафотик. Это свет. Нужно обратить внимание. Вот так вот. Понижающий трансформатор 380-36. Ну что, коммунистов с Украины выгнали, а эти в коллайдере обосновались. КПРФ, ура. Зюганов, привет. Детка. Диаметр тоннеля несколько увеличился. Опять чугунина. Идем дальше. Основной путь узкоколейки уходит в бок, а прямо метров через 20 мы попадем в зал Нептуна. Но здесь на самом деле не был заключен владыка морской, а должна была стоять детекторная установка, которая регистрировала бы всякие разные няшки, происходящие при столкновении протонов высокой энергии. Вот такой вот он огроменный зал. Вот, пожалуйста, товарищ стоит. И вот этот мега-залище просто Нептуна. Это просто жесть. Народ сидит уже, отдыхает и вкушает различные ништяки. Приятного аппетита! А я сейчас немножечко... там кто-то сверху уже занимается фотографированием. Ну, а я сейчас, наверное, попрошу кого-нибудь снять меня на фоне этой жести. Ну вот, ребят, наконец-то можно немножко расслабиться. Размять затекшие концы тела. Вообще, на самом деле, как вы поняли, мы тут довольно сильно дурачимся, да, потому что в таком количестве, в таком объекте, это, конечно, весело. Но раз дурачимся, я хотя бы, я не знаю, пробегу для вас из края в край, чтобы вы могли понять. Вы и так, в принципе, видите, да, насколько это все серьезно. А тем смотрите. Вот такие вот размеры, вот такие вот объемы помещений. Теперь представьте себе, какие здесь огромные детекторы должны были стоять. Жаль, что, конечно, это все не воплотилось в жизнь, но хотя бы мы можем воочию посмотреть, что должно было быть примерно. Когда стало понятно, что от затеи со сталкиванием пучком придется отказаться, и проект УНК был урезан и переделан в УНК-600, первоочередным был признан совместный российско-американский эксперимент «Нептун». Звучит очень сложно для непосвященного. Эксперимент на циркулирующем пучке с внутренней струйной мишенью. Для этого был построен комплекс подземных сооружений, включающих зал размерами 60 на 15 метров и высотой 11 метров, 2 шахты и ряд соединительных тоннелей. Итак, все прогрессивное сообщество либо греет воду, либо уже ест. Ну, а товарищ решил устроиться на работу. Я прихожу на собеседование по адресу Коллайдер. Звоню по телефону, не открываю дверь, прихожу сюда. Не знаю, кто бы меня консультировал, где я могу устроиться на работу. Нет, видимо, придется отсюда ходить. А может, вы подскажете получше? Ну, пойдемте с вами по Нептуну прогуляемся. Может, что-нибудь сами найдем. А пока моя камера заряжается,
Товарищ ищет, куда бы ему трудоустроиться, и вкушает яблочко. Пойду я вам немножко покажу этот Нептун более подробно на GoPro-шку. Надеюсь, что-нибудь на нее видно. Первым делом мы видим такую огромную передвижную конструкцию на колесиках, поднятую на домкратах, которая, видимо, служила для обвязки металлоизолом этого огромного помещения. Щит, там находится вентиляция. Я сейчас немножко пройду дальше, то есть, как вы понимаете, тоннель-то сам круговой, поэтому Нептуном он не заканчивается, а продолжается дальше. Сейчас подойдем поближе. Сделан будущий задел. Здесь должна была спускаться узкоколейка, но немножко не доделали. Как я вам говорил, обгонный тоннель идет с той стороны, где существующая узкоколейка, можно спокойненько проехать. Телефонный аппарат шахтный, ТАШ 1319. Это расшифровка модели. Сам телефон вы сами видите, можете позвонить. Вызов диспетчера. Диспетчер ИФВ, Института физики высоких энергий. Сверху установлен вольтметр до 500 вольт. Показывает 0. Я думаю, что если снять, может быть, даже будет связь. Но я, пожалуй, делать этого не буду. Незачем. Туда мы еще, я думаю, пойдем прогуляемся. Потому что мы хотим сегодня еще покататься немножко на мотовозиках. Ну, а я пока что спущусь. Ау. Ниже основного помещения Нептуна присутствует еще один техэтаж. Оп. Представляющий из себя такой лес конструкций, металлоконструкций, мимо которых можно весело побегать. Главное, не удариться головой. Их на самом деле много. Вот, кстати, можно выйти к Вентузулу. Довольно такое разнообразие различных тоннелей, разветвлений и затопленный ствол, видимо. Сейчас я выберусь как-нибудь здесь. У меня GoPro, поэтому, конечно, у нее так себе. Да, вот туда наверх уходит ствол с гнилым ходком. В общем, ну его в пень здесь лезть. Хотя, если надо, будет полезем. Я поднялся на уровень выше. Вот там снизу мы сейчас с вами были. Вот здесь можно выйти на этот самый ходок. Тоннели, и еще раз тоннели. Мы с вами видели ствол диаметром 9 метров. Он предназначался для спуска тяжелого оборудования. А сейчас мы идем с вами ко второму стволу, по тоннелю, в котором должна была быть установлена электронная аппаратура для проведения эксперимента. Сам ствол имеет диаметр 7 метров и предназначался для спуска более компактного оборудования и персонала. Надеюсь, на GoPro хоть что-то видно, чтобы не было так обидно, что я тут зря хожу и говорю. А тут вообще забутовка. Ну ладно, окей. Я вот тут оказался внизу, под этим металлическим полком этого ствола. И, как выразился Влад, это новая форма жизни. Если бы не капающая вода, оно бы само бы шевелилось, наверное, было бы еще клевее. И камешки. Не шевелится. Вроде не особо теплый. Ай, хотя ладно. Лежи. Колокольный звон в коллайдере. Водоотливная установка. Насосы и приямок, в котором скапливается вода. Прям, метрополитен метрополитеном. Чугунина, тюбинги. А здесь, видимо, приходят монтеры и что-нибудь чинят, ремонтируют. Некоторое количество крепежа, муфты, вентили, какие-то промасленные шкивы. Интересными можно еще пользоваться. И манометр. Акуша. Ну и вот после тяжелого перехода, ну как сказать тяжелого, относительно тяжелого, больше тяжелого ожидания, небольшой перекус, в глубине там несколько десятков метров, я не скажу здесь сколько точно, под землей мы сидим. Великолепнейший вермишель быстрого приготовления. Здесь идет просто на ура. Так что всем приятного аппетита, кто смотрит это видео. Я понимаю за еду. Легенция, конечно. Товарищ Горшанин жжет. Делай это быстрее, чем мои 50 кадров в секунду. Кажется, он это и делает. Признайся, что так. Слушай, признайся, потому что кадром, что это вообще сломал. Часовой. Как тебе впечатление? Обалденная штука, обалденный калай, очень хорошо еда идет. Классно компании забрались сюда. Ты пьешь чай? Да, чай. Приятного чаепития. Спасибо. Общая фотография из Нептуна. Да-да-да-да-да-да-да.
покидаем Нептун. Вот дурак-то, а. Погоди-ка, останови, я встану просто аккуратно. Путешествие по коллайдеру вглубь времен. Меня увозили в глубину глубин УНК. В следующей части мы попробуем добраться до электровоза, чтобы доехать до места нашего залаза и выбраться. Но нас будет ждать жестокое разочарование. Какое? Увидите. До встречи.